Всем доброе утро! Впереди настанут жаркие дни, на всю следующую неделю обещают порядком 35-38 градусов. И настало время разобраться с водоснабжением на участке. Как и говорил ранее, у меня есть колодец глубиной 22 метра, в нем есть насос, но, к сожалению, он не работает, с этим мне предстоит разобраться. А также у меня есть резервуар для воды, куда поступает дождевая вода и вода, в том числе из колодца. Я хочу этот резервуар для воды подвести к капельному автоматическому поливу. И сегодня в планах его установить, чтобы перцы, томаты и те посадки, которые я уже сделал, чувствовали себя всю следующую неделю нормально. У меня есть большое количество разных переходников, фитингов, капельниц и много-много всего для автоматического полива. Сегодня буду тестировать разные способы. Надеюсь, что-то из этого да получится. Поехали! У меня 6 рядков, в которые посажены томаты и перцы. Я хочу между ними пустить капельный полив. У меня, получается, будут 3 трассы вверх, от которых будут пущены капельницы, каждая на 2 грядки, то есть на 2 гряды. Я приложу вот сюда план. Смотрите, вот так вот я это вижу. Надеюсь, это будет работать. Планирую использовать капельницы, которые подключаются непосредственно к каждому растению. Если с ними что-то пойдет не так, у меня есть еще много других, типа там поливалки, струя, фонтан, туман и прочее. В общем, будем экспериментировать. В моей голове есть 3 способа, как это можно подключить и использовать. Первое, самый простой, это с помощью центрального водоснабжения. У меня есть специальный таймер, который пускает воду в определенное время и с определенной продолжительностью. Понимаю, что водопроводная вода не самый лучший вариант, но если у меня не получится использовать ту, которая у меня хранится в резервуаре, этот вариант тоже рабочий. Второе, это подключить стационарный насос, который у меня подключен к резервуару, его подключить к розетке с таймером, чтобы он запускался согласно расписанию и поливал мои растения. Ну и третий вариант. У меня есть обычный насос, который работает на батарейке погружной. Я обычно просто что-то поливаю, кидаю в бочку и поливаю, допустим, удобрениями или чем-то еще. И он также может быть подключен к капельному поливу. К большому сожалению, он не может запускаться автоматически, но что поделать? Будем как-то пробовать. В общем, моя задача сделать так, чтобы в самые пики жары мне не нужно было поливать мой огород. Все просто? Погнали!
У меня собран предварительный результат. Я пустил 3 магистрали воды. На самом деле это было не так сложно, как я думал, и заняло гораздо меньше времени. У меня были подозрения, что шланг будет постоянно гнуться в разные стороны, мешать. Не, нормально, в общем. Я пустил, как я сказал, 3 магистрали. В конце каждой поставил заглушки для того, чтобы, если что, можно было пустить дополнительные магистрали. Ну, здесь просто обычное разветвление у меня на 3 части. У меня есть вот такие вот капельницы. Я думаю, что многие из вас видели их, да, обычные капельницы для растений. Есть специальный ключ, который делает дырочки в центральной магистрали. Я хочу сейчас установить 3 и протестировать сначала систему, вообще будет ли она работать или нет. Если все окей, то пойду делать вот такие капельницы, потому что собранных у меня есть только 3, все остальные нужно собирать с нуля, а это нужна горячая вода, чтобы размягчить вот этот вот пластик, для того, чтобы переходнички в него лучше входили. Ну что ж, пойдем дыроколить. В общем, все работает, но так как капельниц было мало, давление просто вышибло 3 и било фонтаном. Но в целом на первых порах все капельницы капали, вода поступала в растения. Соответственно, можно прокладывать все остальные капельницы. Надеюсь, давление, которое дает насос, будет не всегда таким сильным, когда будет много капельниц, она равномерно распределится. Но если что, можно купить специальный такой переходник, он понижает давление, нормализирует его. Ну, в общем, попробуем. Опять же, повторюсь, это с таким насосом, непонятно, что будет с другим, и с центральным водоснабжением тоже. А теперь долгая муторная работа по сбору всех капельниц. Если что, я выключил воду, это просто остаточное давление тут бьет фонтаном.
У меня закончились оригинальные капельницы, вот такие, с такой широкой трубкой. Осталась одна, но, в общем, у меня сделано, наверное, 1/3 от всего огорода. Что у меня есть? У меня есть, много капельниц других, с Алиэкспресс, назовем так. В чем их особенность? У них трубка меньше, вот это, да, сами капельницы меньше, ну и переходничок, вот этот вот, который вставляется в магистраль, он тоже меньше. Я попробовал, продырявил тестовый. Вот у меня здесь такая штука есть тестовая. И в целом все хорошо. То есть вот он встает достаточно крепко. Можно посмотреть. Еще я хочу попробовать вставить вот такие разбрызгиватели. Посмотреть, что из этого получится. Ну, в общем, тесты, почему бы нет. Сейчас замерю. У меня много здесь вот этих проводов, трубочек. Замерю, все отрежу, попробую еще маленькие и вот ту самую вам покажу. Я закончил с капельным поливом, получилось достаточно неплохо. Пока он подключен просто к обычному погружному насосу, который работает от аккумулятора. Таким образом я смогу его использовать только когда нахожусь здесь, но остаточное давление позволяет на самом деле продолжать питать растения влагой. В моих планах, конечно же, подключить это либо к умной розетке через другой насос, который будет работать по таймеру, или с помощью специального адаптера к центральному водоснабжению, про это я уже говорил. Я использовал сегодня 3 типа капельниц. Одни широкие, большие, другие поменьше, и у них совершенно другой шланг, другая трубка. И третий — это просто разбрызгиватели. Разбрызгиватель я не стал пока использовать, сильно поставил один, но закрыл его, потому что, наверное, он здесь не очень подходит. Он скорее на большую поверхность, а здесь я подвел каждую капельницу к каждому растению. Мелкие капельницы сначала мне не понравились, потому что казалось, что через них вообще не поступает вода, но на самом деле как раз-таки есть тот самый капельный полив. Тихонечку я посмотрел, вокруг растения образуется влажная среда, назовем это так, что хороший знак. Большие же капельницы, из них просто бьет фонтаном. Они сейчас у меня стоят в верхней части огорода.
И таким образом лишняя влага может стекать вниз и подпитывать другие растения и в целом землю, если это потребуется. Сегодня чуть попозже, когда солнышко подсядет, попробую подключить это к другому насосу, а также протестирую через центральное водоснабжение. Результатом я доволен, мне кажется, получилось супер. Если вам тоже понравился результат, ставьте лайки, пишите комментарии, буду очень рад. Температура на улице немного спала, солнышко близится к закату. Я вышел на улицу и понял, что в целом можно что-то поделать, поработать, поэтому решил посадить часть рассады в горшки с землей, цветы в основном, да, чтобы уже начали как-то привыкать, расти, потому что просто уже в рассадных емкостях им тесно. Вот это стремление к жизни. У меня тут в горшке был посажен мирабалис. Ну, посадил я его, я не знаю, месяц точно назад. Я не поливал, потому что тогда сломал ногу. Он на солнце все это время стоял. И тут есть росток. Вот небольшая семечка. Ну ладно, давайте. Не буду я тогда его трогать, оставлю. Полью немного, может быть, он воскреснет. Вот это удивительно, кстати. По моим расчетам, он должен был там испепелиться и сгореть при температуре плюс 35, а на солнце так я вообще молчу. Окей. Я сходил до гаража и взял еще несколько вот таких вот ящиков. Они вообще ставятся очень интересно, друг на друга вот так вот. Там есть специальное отверстие для неких стоек, и они могут ставиться друг на друга, и получается как бы такая композиция. Но я хочу, наверное, их использовать скорее на подоконнике, на внешнюю часть дома, благо есть несколько подоконников, на которых там могут они стоять, хорошо смотреться. Планирую в них, наверное, сейчас посадить агератум и алисум. Алисум будет красиво свисать
белой пышной шапкой, а гератум просто радовать себя. Скорее всего, по одному кусту алисума и, наверное, 3 агератума. В смысле, в отдельный ящик 1 алисум, ящик убрали, поставили, и отдельно по 3 агератума. Это, кстати, петуния, выращенная из своих семян. У меня есть куст, который цветет уже 3-й год. Он, конечно же, гибрид, но я все равно собрал с него семена и решил попробовать. Хочу сказать, что гибрид F2 в данном случае хорошо наследует материнские качества. Но я подумал, ну все равно красота, вы посмотрите. А семена нынче, вообще вы цены видели? Я в шоке. За 5 семечек петуньи, там, по 3 евро. А тут тонна и бесплатно. Ну что, заядлые огородники и цветоводы, жду ваши советы у себя в комментариях. А если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся. До встречи.